Приветствую вас на канале Техревизор. На этот раз я составил рейтинг отличных веб-камер. Взял 6 разных моделей. Они различаются максимальным разрешением съемки, углом обзора, количеством мегапикселей, типом фокусировки и функциональными возможностями. Старался подобрать самые разные модели, чтобы можно было выбрать нужную для определенных задач. От простого общения с родственниками до стриминга на серьезном уровне. Найдутся варианты для онлайн-созвонов по работе и учебе. Есть как бюджетные вебки с минимумом необходимого, так и дорогие с максимальным функционалом для трансляции картинки лучшего качества. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, а я начинаю. Для тех, кто хочет сэкономить, есть проверенный способ взять любую технику на 40% дешевле. Ребята из Black Baza везут товары из Китая без посредников, поэтому конечная цена получается ниже, чем в сетевых магазинах. Игровой ноутбук по цене пятой плойки, 3060 с трассировкой, 6-ядерный i5 и 11-я винда уже установлена. Всего 55 тысяч рублей. Кстати, пятая плойка тоже в наличии, прямиком из Японии, за 48 тысяч. Электросамокаты скоро запретят, поэтому нужно брать электроскутер. Современный дизайн, 1200 Вт и скорость до 70 км в час. Всего за 159 тысяч рублей. Где вы такое видели? Компания Apple ушла из России, но Black Baza осталась, а значит 15-й iPhone стоит 128 тысяч. На 80 тысяч дешевле, чем на Озоне. Доставка от 7 до 30 дней. Но ради такой экономии можно и подождать, согласитесь? А еще Black Baza поможет привезти товары с Amazon, eBay, Tmall и других заморских магазинов. Еще никогда покупки не были такими выгодными и удобными. Black Baza пользуемся сами и рекомендуем вам. Переходите в Telegram по ссылке в описании. Ну а теперь переходим к нашему топу. Шестое место рейтинга занимает Logitech HD Webcam C270. Я долго думал, стоит ли добавлять ее в рейтинг, ведь камера действительно производится уже второе десятилетие и имеет устаревшие характеристики. Однако пришел к выводу, что лучше добавить один вариант самой простецкой веб-камеры, в которой просто есть самый минимум для общения онлайн. Она подойдет самым нетребовательным людям, которые хотели бы купить вебку для рабочих задач, обучения онлайн или общения по видеосвязи. Разрешение картинки 1280 на 720. Это нормальные и четкие 720p. Ну а если вам что-то не понравится в качестве картинки, то в приложении можно настроить под себя яркость, контрастность, баланс белого и насыщенность. Бешеные 1,3 мегапикселя хоть как-нибудь, но постараются удовлетворить ваши пожелания. Не удивлю вас, если скажу, что камера поддерживает максимум 30 fps. Но, как вы помните, в этом нет ничего страшного. Особенно если вы не стримите игры в 60 fps. Угол обзора самый маленький, но достаточный, 60 градусов. Ну и еще одна индивидуальная особенность – ручной фокус, за качество работы которого точно не придется беспокоиться, так как вы самостоятельно будете его регулировать. В общей совокупности получается приятная и более-менее четкая картинка при нормальном освещении в комнате. Учтите, что ночью с плохим искусственным светом изображение будет слишком темным и шумным. Также подумайте о микрофоне. Здесь, конечно, есть встроенный, но его работа подойдет разве что для общения с близкими. Плюс шумодав в нем работает посредственно. Сама же камера без проблем крепится на монитор и надежно держится. Во внешнем плане она ничем интересным не отличилась. Пятое место рейтинга занимает тоже простая, но уже более современная вебка Defender G-Lens 2599. Сенсор ее объектива имеет разрешение уже 2 мегапикселя. Немного, понятное дело, но этого достаточно, чтобы транслировать хорошую картинку в Full HD разрешении. Прям 1920 на 1080 пикселей, ну и в 30 FPS, конечно. Думаю, такой связки точно достаточно, например, для участия в конференциях или на совещаниях. Даже ребенку на онлайн-обучение тоже подойдет. Веб-камера самостоятельно регулирует экспозицию и баланс белого для естественности изображения. Сама подстраивает светочувствительность, регулируя параметр подосвещения в комнате, удаляя шумы настолько, насколько сможет. Ну и в итоге получается приемлемая картинка, которую мылом не назовешь. Единственное,
фокус автоматически не ловит на человеке. Нужно будет вручную в приложении настроить один раз. И потом желательно не ходить туда-сюда, чтобы камера зафиксировала фокус на вас и не метила по новой. Конечно, мелкие детали вебка в точности не передаст, но картинка получается достаточно детализированной, чтобы можно было разобрать ваше лицо, мимику, помещение, в котором вы находитесь. Кстати, угол обзора у нее немного больше, 65 градусов, поэтому можно захватить приличный кусок комнаты. Ну и также в недостаток отнесу микрофон. Он здесь с шумоподавлением, но лучше это его не делает. Звуки передает с некоторыми неточностями и искажениями. Для работы, обучения, общения с близкими его хватит. Ну, например, для масштабной видеоконференции или серьезного совещания лучше дополнительно использовать какой-нибудь внешний микро. Четвертая ступенька уже за более интересным участником — Canyon CNS CVC-5. Не скажу, что он кардинально отличается характеристиками от прошлого Defender, но есть мелочи, которые точно выводят эту вебку вперед. Снимает она в том же разрешении 1920 на 1080 пикселей. Количество кадров в секунду все еще ограничено 30. Угол обзора такой же, 65 градусов. Веб-камера тоже старается автоматически настраивать параметры под ваше освещение, чтобы сделать картинку как можно качественнее. И у нее это получается. В совокупности транслирует отличное изображение, которое подойдет для видеозвонков и общения как с коллегами, так и с близкими. Правда, есть еще такие нюансы. В веб-камере предусмотрена автоматическая фокусировка. Вроде бы и хорошо, какой же это нюанс. Но вот ее работа из коробки оставляет желать лучшего. Фокус вечно не может стабилизироваться и нормально словить картинку. Конечно, если бы этот нюанс не имел решения, эту вебку я бы не вставил в топ. Умельцы уже нашли способ, как решить проблему. В основном это решают путем переустановки драйверов с официального сайта. Но где-то может понадобиться установка дополнительного приложения для настройки. Поэтому, покупая этот девайс, учтите, что придется повозиться с настройкой фокуса. Но самое главное, что все решаемо. Встроенный микро работает сильно лучше, чем у прошлого участника. Для видеозвонков любого рода этот микрофон хорошо подойдет. В нем даже шумодав работает неплохо. Голос искажается намного меньше. Но если в планах вести какие-то трансляции на всем известных площадках, то само собой на этот микро лучше не рассчитывать. По внешней части еще добавлю. Эта камера может наклоняться вправо-влево, поворачиваться до 65 градусов. Мелочь, а пригодиться может. Ну и при желании ее можно закрепить на штативе. Снизу крепление для этого есть. И плюс линза имеет шторку. Для некоторых это важный параметр. В общем, действительно функциональная камера за свои деньги. Тройку лучших открывает Logitech C922 Pro Stream. А эта веб-камера уже подойдет для стримов. Она и 60 FPS поддерживает, но, к сожалению, не в Full HD разрешении. В режиме 1920 на 1080 возможно достигнуть максимум 30 кадров в секунду, а заветные 60 доступны только в 720p. Конечно, за такие деньги хотелось бы получить максимальную плавность, но, как оказывается, за доступную цену найти 60 FPS при Full HD практически невозможно, так как доплата будет не только за плавность, но и за качество картинки. Угол обзора в Logitech C922, по моему мнению, оптимальный — 78 градусов. С таким обзором собеседникам видно столько, сколько нужно. Производитель также предусмотрел оптический зум, что позволяет картинке не терять качество при приближении. Еще можно выставить настройки по изображению и подогнать его под условия освещения в комнате. Если у вас нет хорошего света, нужно будет немножко приложить руки к настройке. Logitech C922 в темноте высветляет картинку и снижает плавность. Не то чтобы изображение становится ужасным, просто кому-то может не понравиться то, как это делает вебка, и он сможет самостоятельно отрегулировать все настройки. К приятным моментам можно отнести комплектацию, в которую входит тренога, само собой не профессионального уровня. Просто небольшой, удобный и надежный штатив. Не обошлось и без микрофона. Как и с прошлым участником, он подойдет только для разговоров. Однако качество съемки у этой камеры позволяет взять ее и начинающему стримеру, и бывалому. Микрофон только лучше отдельный докупить, чтобы зрителей не пугать. На втором месте стоит Hikvision DS-U04P. Это тоже приличного уровня камера, которая по своим параметрам обходит прошлую, казалось бы, такую авторитетную в своих кругах Logitech. Hikvision же не настолько популярна, чтобы перегибать цену сугубо за бренд, поэтому эта вебка лучше подходит для критерий цена-качество. Первый и главный параметр, который делает ее лучше прошлой Logitech, это разрешение. Здесь вам доступна съемка в 2К разрешении 2560 на 1440 пикселей. Довольно серьезный показатель.
съемки. И главное, что снимает камера на достойном уровне, а не абы как. Хорошо вытягивает детали при плохом освещении. При излишнем же пересвете, наоборот, не создает ореолов. В общем, качество на уровне. Не зря ведь у нее стоит сенсор на 4 мегапикселя. А плюс еще адекватный автофокус, с которым не нужно возиться. И нормальный угол обзора в 80 градусов. И получается действительно достойный инструмент для трансляции своего лица даже на каком-нибудь важном мероприятии или стриме на широкую аудиторию. Но вот с голосом все опять не так гладко. Микрофон не настолько хорош, чтобы четко уловить звуки, когда вы находитесь в метре от него. Для видеоконференций, звонков по работе и простого общения пойдет, но для стримов точно нет. Да и плюс не снимает она в 60 FPS вообще никак. Не такой опции, к сожалению. В остальном мне понравилась еще одна особенность. Поворот на все 360 градусов. То есть можно крутить, вертеть при необходимости. Торки только не хватает. Но если для кого-то это очень критичный момент, можно докупить ее отдельно и не переживать по поводу своей безопасности. Вот мы и добрались до лидера рейтинга A-Fotec PK1000HA. Ну и вот уже аппарат для серьезных людей, которым важен результат и кто имеет уже первые успехи от работы или стриминга. Эта вебка может снимать в 4К, а такое разрешение тянет далеко не каждый ПК. Если человек осознанно покупает такую веб-камеру, он явно имеет на нее большие планы. Тут еще важно убедиться, что компьютер сможет потянуть транслирование изображения в 4К разрешении на протяжении нескольких часов. Поэтому не торопитесь врываться в магазин с ноги. Но что удивительно, для видео доступно только 30 FPS. Было бы идеально, если бы добавили поддержку 60 кадров хотя бы на Full HD разрешении. Но тогда, наверное, веб-камера и стоила бы сильно дороже. Поэтому будем ценить то, что имеем. А пока мы имеем широченный угол обзора в 95 градусов и быстрый автофокус. Фокус не тупит, как на дальнем расстоянии, так и на ближнем. Он практически моментально схватит предмет, если его поднести к камере. Сама же картинка четкая, без шумов и засветов, непривередлива к освещению. С умеренным светом вы сможете получить классное качество видео, за которое не будет стыдно перед коллегами или зрителями. А если участвовать в какой-то онлайн-конференции, вы точно будете выделяться среди множества замыленных картинок как по видео, так и по звуку. Микрофон, конечно, не самый лучший, но раздражающе шипеть и фонить точно не будет. В общем, отличная камера для любых задач. Но, как и в случае с остальными, только не для тех, в которых важна точнейшая передача голоса. В таких случаях без микрофона не обойтись. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.